Друзья, всем привет! В Германии, друзья, происходят чудные вещи, чудные дела творятся с беженцами, которые проживают в Германии. Есть очень много разных историй, печальных. Например, я недавно снимал ролик о том, как колумбийские беженцы, просители убежища, которые еще приехали в Германию давно, там по 7, по 8 лет, 8 лет назад они приехали. Колумбия является безопасной страной, они подали прошение в убежище, там им отказали, они подали в суды, наняли адвоката. В общем, пока эти все процессы шли, пока они были в подвешенном, эти люди, состоянии, они за это время выучили уже язык немецкий до уровня минимум там B2, то есть они свободно владели языком. Они нашли себе работу в доме престарелых, там речь шла об 11 гражданах Колумбии, которые попросили убежище в Германии. Они уже трудоустроились, они уже полностью перестали от государства зависеть, они работали в доме престарелых, о них очень хорошо постояльцы этого дома отзывались, о них очень хорошо отзывались родственники этих постояльцев, руководство этого дома престарелых, то есть все у людей было хорошо, то есть они работали, вели абсолютно законный образ жизни, соблюдали все законы Германии, то есть полностью, скажем так, на 100% интегрировались в общество. И прошло там определенное время, потому что суды долго рассматривали, там, я так понимаю, дело дошло до высшего суда, и этот суд вынес решение, что им надо в прошении отказать, то есть этот суд не удовлетворил их жалобу. И работники миграционной службы этих людей просто-напросто прям с работы приехали, забрали, значит, и посадили в специальный центр, чтобы эти люди ожидали депортации. Там поднялся скандал, писали там депутатам, писали люди руководству миграционной службы, там Шольцу писали и директор этого дома, но все равно закончилось тем, что их просто-напросто этих людей депортировали. И вот в масс-медиа Германии что было написано: депортация колумбийских медсестер. Должен ли закрываться дом престарелых? То есть, понимаете, и там еще руководитель этого дома престарелых говорил, что если вы заберете у меня этих 11 человек, то есть все, я вынужден буду закрыться, потому что они занимают очень дефицитные должности, я просто никого не смогу найти быстро на эти должности, придется дом престарелых закрыть. Вот такая ситуация. Это одна история с такими людьми, с беженцами, а есть и другие истории, и они печальные для населения Германии, да, и для общества. Почему? Потому что есть беженцы, которые совершают преступления, и не одно преступление, и совершают тяжкие преступления, и их не депортирует никто из Германии. И вот еще одна история, можно сказать, что это дерзкая выходка одного сирийского беженца. Беженец из Сирии недавно 3 раза нападал, как пишут немецкие средства массовой информации, на здание государственных органов Германии. Он напал на федеральную канцелярию, он напал на федеральный конституционный суд, и он напал на федеральное министерство внутренних дел, на здание. Что он делал? Он брал свои фекалии, мешал вместе с камнями и забрасывал, значит, в здание, бросал этих государственных учреждений. Вы спросите, вменяемый он или невменяемый, и для чего вообще он совершал эти нападения. Он совершил эти действия, как объяснил 48-летний мужчина на слушании во вторник. Это уже его задержали, и он в суде давал показания. Чтобы привлечь внимание, он сказал. Ранее поданные им конституционные жалобы были отклонены. В случае нанесения ущерба имуществу он хотел выразить свою критику роли Германии в войне в секторе Газа. На вопрос прокурора преступник заверил, что больше никаких подобных действий с его стороны не будет. Но это еще не все. Журналисты начали проводить тоже свое расследование, там общаться с правоохранительными органами Германии, кто занимается этим делом. И к ним попала электронная переписка этого беженца сирийского с ведомством по делам иностранцев, за которым он числился. И в нескольких письмах этот сириец добровольно просил миграционную службу Германии, чтобы они его депортировали обратно в Сирию или в Турцию. Почему он это делал? Потому что он
считал, что Германия поддерживает Израиль, а он является, этот сам сириец, по своим убеждениям, он является ненавистником еврейского государства. И он это писал в этих письмах открыто и просил, чтобы его депортировали. Вот, например, 17 апреля 24 года он отправил письмо, в теме которого было «Германия мне больше не нравится». Он отправил это в миграционную службу и попросил в этом письме, чтобы его депортировали. Причем попросил он это, написал лично, своим почерком на чисто немецком языке. Настоящим я подаю прошение о как можно более быстрой депортации меня в Сирию, и в скобочках он написал, в освобожденные территории или в Турцию. И также он там написал в этом письме, что по его личному убеждению депортировать нужно каждого, кто не хочет оставаться в государстве, он имеет в виду Германию, где применяются двойные стандарты, он пишет. И он их объясняет, эти стандарты. И заключаются его убеждения в следующем, что с одной стороны Германия поддерживает оккупацию и геноцид в Палестине, а с другой стороны выступает против оккупации Российской Федерации в Украине. И он просил на этом основании, что Германия имеет двойные стандарты, пожалуйста, меня депортируйте. Однако миграционная служба собирала эти все письма его, да, и понятно, что никто его не депортировал, они просто эти письма отсканировали и внесли в электронную базу данных. Прокурор назвал в судебном заседании действия этого сирийского беженца особо вероломными. Значит, чем, друзья, закончилась эта история? Вам тоже, наверное, интересно. Значит, прокурор обратился с просьбой к судье, заявил о 3-месячном тюремном заключении. В полдень, значит, в окружном суде Карлсруэ его судили. А окружной судья также подчеркнул, что в Германии есть и другие способы и средства, кроме бросания камней и фекалий, как можно выразить свое, там, например, несогласие, да? То есть не обязательно бросаться какашками в здание. Значит, и судья его к тюрьме не приговорил, к тюремному заключению, он его просто оштрафовал в размере 2400 евро. Вот такая ситуация, вот чем закончилось. Но человек, опять же подчеркиваю, совершил преступление, и его никто не депортировал. А люди, колумбийцы, которые никаких преступлений не совершали, которые уже в Германии полностью выучили немецкий язык, нашли работу, сами себя кормили, сами себя обеспечивали, полностью интегрировались, прожили в Германии, там, по-моему, они по 7 лет прожили каждый, и было вынесено решение, и они были депортированы. Вот такая ситуация. Они еще там, кстати, закончили уже образование, да, и они были депортированы все равно, получили там аусбильдинги. Вот так, друзья. Вот такая ситуация с беженцами. Что думаете вы по этой теме, друзья? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях.